Ламода, твой гид по стилю. Ламода, только подлинные товары. Pairing success. Mobile payment enabled. Короче, мне пришла посылка с Амазона со всякими прикольными штуками, и это распаковка. Жвачки мои любимые, вкус которых держится полчаса буквально. У меня дома уже коллекция из всех вкусов, на этих одногруппников не напасешься. И вот гвоздь программы — подставки для яиц. Я заметила, что когда окружаешь себя всякими милыми вещами, типа с заботой о себе и все такое, это реально работает. Дальше у нас вот такая замечательная мраморная доска для нарезок всяких, супер прочная и тяжелая, прям вот как я люблю. В предыдущем влоге я рассказывала вам о всей жести, которая случилась с моей машиной, о куче моих переживаний, и обычно я этим не делюсь в видео, потому что на это нет времени, проблему нужно решать. Но в этот раз я решила поделиться с вами всей жестью. Спойлер, сначала я впала в панику. Как мне решить все эти проблемы? И я заметила, что в какой-то момент я начала зацикливаться на негативе и терять вообще силы. В такие моменты очень важно не забывать о себе и о своих, к сожалению, не бесконечных ресурсах. И вот тут на помощь приходит психотерапия. Регулярные сессии помогают понять, как правильно распределить свои силы вместо того, чтобы погружаться в стресс и беспокойство. Я уже гораздо лучше фокусируюсь на том, что действительно важно, и на том, что я могу решить. И я поняла, что проблемы — это часть жизни, но то, как я на них реагирую, это мой выбор. Теперь я чувствую себя гораздо более уверенно и спокойно, даже когда сталкиваюсь с трудностями. И если вы сейчас переживаете тоже подобный период, то на сервисе Ясно вы легко сможете найти своего, того самого специалиста, который будет работать точно по вашему запросу.
Они строго отбираются по опыту и образованию. Всего лишь нужно заполнить простую анкету у них на сайте, выбрать удобное для вас время сессии и начать действовать. И это станет вашим первым шагом к гармонии и спокойствию, проверено на собственном опыте. По моему промокоду Мадрид действует скидка 20% на первые 3 сессии, так что обязательно не забывайте вводить его при регистрации. Короче, меня подвозит Diamond, она меня сегодня из дома забрала, и сейчас подвезет меня в другое место, потому что у нас вот здесь были acting-классы актерские, и сейчас будет в другом здании. И вот она меня подвозит, так мило. Oh wow, I see the king cake rum cream. I'll start eating right now. It looks so good, right? When I took it out the little like mailbox, the whole mailbox smelled like the cinnamon roll. That's my like guilty pleasure, because you know this Cinnabon? Cinnabon, yeah. I can eat literally like 3 Cinnabons per one time. Big cinnamon roll. It has like icing, sugars on top and stuff. Мое лицо, когда знаю, что буду есть синнабоны через полчаса. Hey girl, this Dollar Tree. It's a little ghetto over here. Короче, мы идем в $3 закупаться тарелочками, салфеточками для пирога. Короче, отмечается в Новом Орлеане праздник Mardi Gras. И Diamond как раз из Нового Орлеана. У меня теперь дикая мечта съездить в Новый Орлеан. Она рассказала, что там фестивали музыкальные, каких просто свет не видывал. Там все, значит, играют джаз, танцуют, поют, ходят огромные парады, вот эти фестивальные, знаете. И у меня, на самом деле, мечта побывать в Новом Орлеане с тех пор, как я играла в Нэнси Дрю. У нее была часть «Легенда о хрустальном черепе», и там был Новый Орлеан, он был очень красиво изображен. И Mardi Gras — это как раз такой праздник перед Великим Постом. В этот праздник все едят King Cake, который мы сейчас будем есть. Diamond его купила, заказала. Oh my god, I need a fucking Red Bull, bro. И на этот праздник все едят этот торт, кидают маски, на улице танцуют, бухают, веселятся, в общем, потому что завтра начинается пост. Мы делаем подобные вещи, да? И мне очень интересно попробовать этот торт. Она заранее спрашивала, какие у нас есть аллергии. Я такая, типа, у меня на все аллергия, но на синнабоны у меня нет аллергии. Она сказала, что это как большой cinnamon roll. И мне очень интересно, а еще внутри этого торта ребенок. Ну, типа, раньше клали фасолинку по традиции в центр пирога, а теперь там маленькая игрушечка ребенка будет. И она меня очень сильно замотивировала. Теперь у меня, короче, воркшоп будет 5 марта, это уже в этом влоге будет. И я решила купить русский торт и угостить всех одногруппников. Я решила купить Наполеон, скорее всего, возьму Наполеон, но, может быть, что-то другое, не знаю. И я тоже хочу, чтобы они прикоснулись к нашим традициям. Ну, точно не медовик, потому что последний раз я медовик что-то ела, и мне не понравился. Он какой-то горький был, горжи были какие-то горькие. А так, смотрите, вот такой вот магазинчик, где все продается по $1, поэтому называется Dollar Tree. Это типа нашего фикс-прайса, но у нас в фикс-прайсе тоже, знаете, все не по 20 рублей, тут тоже, видите, по 2,25, по $3. Что за обман? Нужно было назвать магазин разные цены. Have you decorated it? Ah, no. Not yet. Okay. Not yet, because I didn't want it to melt. Amazing. It's just a big ass cinnamon roll. I would like, you know, put finger inside and do I know, it literally looks so good. Yeah. Yo, I'm so happy I get to show y'all this. Like, Can I try from yeah, the of nose? course. You wanna try too, Amir? Надо хоть, ладно, ложечку макарон съесть с креветками, а то сейчас как кортизол ударит мне в голову, я буду бешеная на уроке. Вчера сделала пасту с курицей и соусом азиатским, очень прикольным, как типа сливочно-кетчупный, прикольный очень. Сначала основное блюдо, потом десерт. Inside of this king cake is a little plastic baby that represents baby Jesus. Okay, remember this is all like a Catholic thing. So if y'all get the baby, in New Orleans tradition, you're supposed to bring the next king cake, but king cake season's over, so it's really no big fucking deal. Okay, so I'm gonna cut y'all the piece. I'm here for one. Yeah. It's like a real cinnamon, Ceylon cinnamon. Okay. It's like real. Ебать, это очень вкусно. Это как усовершенствованный кулич с корицей. Кулич с корицей. Кулич с корицей. Ага, right. Я только сейчас подумала о том, что Наполеон это же не русский торт. Че, несем панчо? Или, знаете, вот этот рулет шоколадный? Show me, please.
Show me, please. She got the baby. What is it about? Let me see. You got the baby. Show us the baby. It's What baby is it? Jesus. Oh my God! Don't eat the baby. It's plastic. Turn right onto the Hollywood Freeway, US 101 South Ramp. Thank you, sir. Have a nice day. You too, take it easy. Thank you. Here you go, she's smiling. Yeah, she's smiling. Привет! Привет! Боже, сколько мы не виделись с тобой. Ощущение такое, что как будто год прошел, нет? Да, реально? Мне кажется, да. По-моему, ты на ДР у меня была последний раз. Мы больше не виделись. Да, год прошел. Мне уже 42. Как мило тут Sony Angels, смотри. Короче, у них вот эти вот блинчики, это единственное место в Лос-Анджелесе, где вот эти блинчики продаются. Поняла? Флаффи панкейки японские. Слушай, у них бисков сейчас. Прикинь. Карри с рисом даже есть, френч-тосты, панкейки. Карри с рисом в дорогу. Да пиздец, чтобы обосраться. Thank you. Thank you. Буду strawberry mascarpone. Вау, а покажи их. Они очень красивые. Они прям, знаешь, ну, синематографичные панкейки. Даша так отреагировала, потому что она тоже снимает короткометражки. Вау. Бля, wait time 30 минут. Ну, пока надуют. Уважаемый авиасейл, что вы со мной делаете? Мне стоило один раз съездить в Японию, и теперь вы меня вынуждаете, во-первых, ехать в японское заведение в Лос-Анджелесе полчаса, а во-вторых, ждать панкейки еще полчаса. Надули. Это было невероятно вкусно. Теперь это место входит в мой топ-3 в Лос-Анджелесе. Настолько воздушные, что я еле-еле цепляла их на вилку. Это ужасно. Я же актрисой буду уже послезавтра. Я думала, блин, какой кайф, мне ничего не надо делать особо, только текст выучить и все. Но я прочитала скрипт, который сделал директор для моей сцены, и там я чуть ли не проститутка. То есть я одета в такой как пеньюар красный. И я типа лежу на кровати, беру трубку, там типа никто не отвечает. Выходит парень в полотенце, ну типа мой одногруппник. И такой, кто звонил? Я такая, а что, у тебя есть девушка? Я ухожу, он обнимает меня со спины, начинает мне шептать на ухо. И я прочитала это, я подхожу к директору. Я подхожу и говорю, слушай, я не буду это играть. Либо переписывай одежду, либо переписывай, что он меня там трогает. Ну типа, что за пиздец? Я говорю, это вообще не моя религия, это не мои принципы, а мне такое не нравится. Ну это реально пиздец какой-то. Короче, я попросила, и поменяли мне одежду. Вот, видите, у меня теперь будет вот такая одежда. Я Эбби, проститутка Эбби. Ой, боже. That's the peak. This is the picture. I like the one of you. I think you were underwater. I like that one, but this one just the legs like had to, girl. Sorry. Видите, у нас тут скрипт, получается, должен быть. Синопсис, логлайн, то есть это полное описание идеи. Все пропсы для съемки, то есть что нужно принести продакшн-дизайнеру. И фотолокации, и муд, общий муд видоса, общий муд фильма, чтобы гафер и монтажер понимали, какая картинка нужна. Я сейчас так испугалась. В общем, мы приехали на съемку уже, и Джай выставил вот такие вот 2 чемодана из своей машины. Я говорю, это что такое? Он говорит, это мои пропсы, типа, моя подготовка. А я просто, знаете, ни говна, ни ложки. Я испугалась. А оказалось, что это пропсы его, он как продакшн-дизайнер на следующем фильме будет. То есть первый мы актеры с ним, а на втором воркшопе он, получается, дизайнер. И вот он подготовил все вот это пропс. Доброе утро. Доброе утро! Why is it so like less conscious? Yeah, I think that's just my printer. Like desaturated. Desaturated, yeah. Because it's my printer.
Ребята, я просто в шоке. Посмотрите, пожалуйста, на брата Мэнни. Он вот сейчас сзади стоит. Это, если что, не Мэнни. Это брат его, близнец. Они просто одинаковые. Он даже говорит так же. Он даже, типа, действия те же самые делает. И по походке я его узнала издалека. Я думаю, ну это ж по-любому Мэнни идет. Оказывается, что это не Мэнни. И я это поняла только тогда, когда он говорит, я не Мэнни. Это так тупо. Но я очень, вообще, я обожаю близнецов. У меня, получается, две есть подружки-близняшки, потом Ксюша Айсберг и... Господи. Арина, прости меня. No, here is okay, because in the hall it is freaking cold. Yeah, it's freezing. Короче, ребята особо, видите, не запариваются, все снимаем у Мэнни дома. Никто не хочет там студию арендовать, платить, потому что это стоит дорого. Например, я за свою площадку, которую я сняла, я заплатила $700 для своего воркшопа. А ребята просто решили у Мэнни попросить остаться, у него тут большие локации, вот тут гостиная, там комната, и можно поснимать. Поэтому почти все продакшн-воркшопы мы будем снимать здесь. Enjoy your meal. On the bed first. Okay. We start from here. This is gonna be the master shot. Yes. Hello. Salute. And then the phone is there. Okay, so I should be here. Yes. And also you're drinking wine alone. Sad. This is my style. That's your style. And then you pick the phone. The girl, you never know. The young girl, you know the voice. Hi Jay. You sad because you already kind of know it, yeah, right? Yeah. Like so, you already know you kind of know he might have some other girl, but you don't want to listen, right? It's really hard. Yeah. You know? Who wasn't? What? On the phone. Was it for you? I can find another place tomorrow, so then I'll be out of here. That's what you want to do. Я ору с того, что каждый день Мэнни меняет, короче, свой... Как это называется? Бомбер. Короче, смотрите, сколько у него бомберов. У него реально коллекция бомберов. That's cool. Millions of followers. That's true. YouTuber. Yeah. Millions? Millions. I'm nervous. I said in my vlogs that I'm keen on your classes. Oh, that's nice. Yeah, and I told about the story of the frog. Fuck you frogs! Fuck you frogs! Wait, помогите. Просто посмотрите, какая у него большая чашка кофе. Can you show the size of the cup? Он вот таких пьет по 2 штуки в день, Аму. Yeah. Have you drank a lot of coffee in Japan? Yeah. Yeah? Japanese love coffee Yeah. and cigarettes. And coffee and cigarettes, yes. Coffee and cigarettes, classic. Black coffee. And I decorated this one prettier. Вау, смотрите, она новый сделала еще... Oh, yeah, it's even beautiful. I know, More right? beautiful than the previous one. И он с миндалем, надеюсь, я не сдохну. Я очень хочу получить ребеночка в этот раз. But y'all, just to warn y'all, this one, you're deeply, right? So just tell me what I need to do. Yeah, okay. So it's probably a lot of bouncing and legs from this side. Oh, table over here. A lamp over here. Ребята только что сказали, что каждый раз, когда я ем, пахнет очень вкусно. Я говорю, ну я сама готовлю. Они такие, ну понятно, понятно. Ребят, он опять получил ребенка. Ему он попался. Это пиздец. There's emotions or something. That final moment is basically like what? And then lose it. It could be a good book. Hold it up high. How high is it? And action. Why? I always ask why. It's my first rule. I always ask why. Come on, tell me. There's no why, Giraffe. I'm just not up for it. Not, I never said I was. not up for it? What does that even mean? Define it. It is an object of verb, of preposition, usually reference to lifeless things. Lifeless thing? Because you're a nice person. Great. So I'm a nice person? Is there someone else? Good. So you know that you're gonna get this. Makes sense. Marker just indicates, hey. Are you guys ready?
Он так смешно ест все время, я умираю. I mean, what is this scene supposed to be? Have we ever been in this direction yet? Ну а мы чем хуже? Мы сейчас тоже будем есть. Только не совсем то, что ел Аму. Мы будем есть пудинги. Сейчас у Магнолии вышла абсолютная новинка. Это 4 пудинга в прозрачных баночках. И также пудинг месяца, фисташковый с бананом. Начнем, пожалуй, с него. Внутри, как обычный банановый пудинг, но с цельными кусками фисташки. Получилось довольно обычно, на 6 из 10. Дальше новинки. Это красный бархат, тоже на вкус идентично классике. Красного бархата я не почувствовала, и плюс мне не нравятся шоколадные чипы, потому что в Америке они горькие и масляные. Поэтому ставлю 5 из 10 этому пудингу. И последний, как баноффи. Карамельный, с кусочками нежного брауни, бананом и кусочками воздушного бисквита внутри. 10 слипшихся попок из 10. Короче, настроение дайнеровское американское. У нас будет панкейк с maple syrup and chocolate chip, заваренный на кленовом сиропе крем, и с ним делаем мусс. Короче, вот такой вот господин, целая тара пудинга. Там прям сироп сочится. Вот кусочек. Ну что, я пробую. Давай. Да тема. Лиз, мне так вкусно. Мне кажется, это прям, знаешь, такая завтрачная тема. И мы в продолжении этого американского вайба дайнеровского. Тонечка проработала милкшейк с крошкой Орео и сливками. И сверху украшено все вишенкой. Это так красиво, я тебе передать не могу. Это такой сразу вайб. Сразу хочется к тебе туда, вот реально. Мы еще прикалываемся, у нас же теперь с 1 марта типа русификация во всех кафе. И мы такие, когда его придумывали, помнишь, типа панкейк-пудинг. А слова панкейк нет в российском словаре. Нельзя слово панкейк использовать. И мы его, давай придумаем, как мы его назовем. Может быть, просто реально тогда блинчики с кленовым сиропом. И мы еще в чате, в телеграм-канале Муси, если вы не подписаны, то подписывайтесь. За несколько дней до вот этого, до введения в силу этого закона мы пустили... Мне очень понравилось, как ребята поактивничали, было очень весело. Типа, придумайте нам замены слов. Очень много веселых версий было, типа, банановый бред. Мы в итоге выбрали, что вроде все слова есть, да, все слова как бы есть, но мы так художественно решили banana bread назвать банановый бред. Банановый бред. Да. Еще момент у меня есть для тебя. Я сделала печенье. Я сделала 2 пробных размера. Какой мы хотим? У нас есть же шоколадное печенье с фундуком. А на самом деле же все еще очень любят вот какие-нибудь беленькие печенья с разными тоже вкраплениями, с орехами. Я сегодня буквально утром залетела в цех, пробный замес сделала. Я пока его тоже не пробовала. Смотри. Это клюковка. Она будет типа такой кисленькой, интересной, и фисташка. Здесь внутри еще немножко перебитых таких овсяных хлопушков, то есть оно будет злаковое. Очень клево. И потом попадает... Оно такое сахарное, карамельный корочкой хрустящий. Блин. Так что, ребята, все приходите в Муси.
Сейчас на парах мы делаем очень много монтажа. Нас учат, по сути, всем тем вещам, которые я уже умею делать в других приложениях, но, к сожалению, киношники в основном используют Avid. И что я заметила, этот софт реально делает лучшую картинку. При выгрузке сама картинка смотрится наиболее профессионально. То есть это, по моему мнению, лучшее приложение именно для экспорта. Но работа в нем — это то еще мучение. We don't really see the backwards till a little later. About right here. And we're gonna just talk about this particular color. I'm gonna give you a minute. Dальше у нас был урок по теории цвета, и официально это была моя любимая пара за 2 месяца обучения. I didn't realize the best color to have in a classroom for students is yellow. Because it's very bright, it has the sun, it's very sunflowerish. Sun gives us energy, sun gives us life, sun gives us the vitamins that we need. И потом нам нужно было рассказать, какой наш color of choice, типа цвет, о котором мы хотим рассказать сегодня. Наш цвет. Sexy. Then I see, as you get older, you see women wearing red. Like, women look good in red. Because there's how many colors in the world? Red, green, blue. But if I have to say today's class, I'll go That's red. Yesterday also pink, blue, and lighter blue set, and I had a modeling set in that blue, purple, like every contrasty color, and it was looking good. Liza, let me take a wild guess. My color of choice is lavender. So that's why today's diamonds and Manny's outfit appeal to me. And it fits me, it fits my blue eyes. I have blue eyes, so that's in my skin tone. I feel calm when I see this color. Especially I associate it with my night dreams, with something like imagination. Because this color you can't see in like most things in the world. But for example, you can see it in, do you know ubu? Ubu, like sweet potato? Yes, I know what you're talking about. Yes. Ubu, then the violet sunset, there are a lot of them in Los Angeles, I love it so much. In the mirror, obvious, yeah, I see this color every day. And the flower itself. Flower, yes, this is a color, gardenia, in, I don't know how. Gardenias, yes, I love them, that is my favorite flowers. Very nice. Yeah, I have 2 colors. It's green and orange. Это очень интересно было. Теория цвета, это вообще... Я прям вот так сидела 1,5 часа, я даже не заметила, как пролетели. Мы говорили о разных цветах, о том, как они передают настроение, и нам показали такую табличку, которая описывает каждый цвет. Subway, IMDb, Nikon, Nickelodeon, Hooters, Look at the Coke. Look at the pop soda Fanta. Look at Coca-Cola. What is Coca-Cola? Red. What is Pepsi? И что меня удивило, что фиолетовый цвет — это, оказывается, цвет креативности. Ну и депрессии. Но это не важно. Я привела в пример мое кафе. Я рассказала, что я очень часто слышу от посетителей своего кафе, а мое кафе полностью в фиолетовом цвете выполнено. Я очень часто слышу, во мне это пробуждает креативность, воображение. Интересно, что именно фиолетовый — это креативити оказалось. То есть, типа, не цвет счастья, не цвет, там, не знаю, спокойствия, а именно то, о чем мне говорят люди, когда приходят в кафе. Вау. Ребят, смотрите, как интересно, нам показывают палетку Beauty Bay. Мы с Юлечкой выбрались в ресторанчик. Я прям сразу после пар поехала в ресторан. Мне еще Даймонд говорит, тебя подвезти до дома. А мне как неловко говорить, а меня, пожалуйста, в французский ресторан подкинь. Вот доехала какое-то новое французское заведение. У нас раньше с Юлей было другое любимое заведение, но его почему-то закрыли, хотя оно было потрясающее. Оно было прям, как как замок какой-то. И очень вкусная там была еда, луковый суп и прочее. Но, насколько я знаю, здесь тоже есть луковый суп в этом заведении. Но я хочу попробовать все морепродукты, которые здесь есть. И отравиться. Конечно, я отравилась тем, что дешевый который вчера был, потому что мне на следующий день просто несло.
целый. Каким кулешом? С тем, что ты меня кормила на съемке. Серьезно? Вкусная? Хочешь попробовать? Не, я дождусь своего все-таки. Уверена? Да. Я бы твоя хотела попробовать. А ты мое попробуешь? Забавно, ко мне только что подошла официант и сказала: сейчас, уже почти все готово, осталось одну устрицу найти. В смысле? Кстати, по кухне просто летает. Устрица на кухне спряталась. Очень вкусная. Давай. Тебе ложечку тоже. Мы с тобой делимся. Спасибочки. Я люблю то, что всем можно поделиться. Конечно, делиться это очень хорошо. Особенно, когда шоколадный мусс. Особенно, когда шоколадный. Мы придумали с Юлей название для сие шедевра. Это «Ежик в тумане». Юль, ну она сейчас придет забирать это, бля. Так пусть тумана больше будет на ежике. Вы не поверите, я очень сильно переживала, что мне придут продукты из японского супермаркета рано очень, утром. Потому что мы сегодня снимали в универе, получается, с 7 утра до вот 7 вечера, 6 вечера. И я переживала, если вот эти продукты придут утром, то там мясо разморозится, все разморозится и придется все выбросить. Но представляете, как только я... Таня, ты когда пришла, он уже было тут? Оно? Нет, это, блядь, это постельное белье. Значит, продукты все-таки еще едут, потому что я получила уведомление буквально полчаса назад, что ваши продукты в пути, как раз когда я была в пути домой. Я так рада, это просто жесть. Ребята, смотрите, кто ко мне вернулся. Блудная дочь. Моя хорошая. Я вообще в восторге. Еще и номера сейчас мне поменяют на не бумажные, а уже мне все пришли мои номера. В итоге за $1000 сделали. Instead of 10 тысяч, типа 10 тысяч против 1000. Вы чувствуете разницу? Спасибо, жизнь. Это очень смешно. Короче, у меня руль очень хорошо крутится, и я говорю мастеру, я открываю окно, такая: ой,
а что-то как-то руль очень легко крутится, это нормально? Я говорю, раньше он у меня еле поворачивался, он прям тяжело шел, ну так туго, а сейчас он прям как баранка вертится. Он мне говорит, так это ж хорошо. Еще и руль починили, я в шоке, девочки. И машина сейчас очень кстати, потому что мне нужно заехать за тортом на мой завтрашний воркшоп. Я поехала в мою самую любимую пекарню, где делают буквально все СНГшные торты. И ни один мой день рождения в Америке не проходит без их тортов на заказ. И самое приятное, что у них всегда есть уже готовые цельные тортики. Yes. Wow, amazing. Thank you so much. Начнем мы с презентации сцены, конечно же. Когда у вас уже готовы все визуалы, примеры освещения и кадров, работать становится в миллион раз приятнее и проще. Немаловажная часть — реквизит и гардероб актеров. Мы все это отсылаем нужным инстанциям, и каждый начинает заниматься своим делом. Мне попались потрясающие актеры, и я еще не раз об этом скажу. Итак, ребята, мы уже на сете. Пока никто не пришел, я очень хочу показать вам пространство, которое я арендовала. Мне вообще не жалко денег, потому что мне кажется, что моя сцена будет просто офигенная. Тьфу-тьфу-тьфу. Here are my actors. Я очень рада, что это именно они, потому что они лучшие актеры. Вот Даймонд и Аму, они лучше всех отыгрывают. Я очень рада, что именно они. Мэнни у нас продакшн-дизайнер. То есть, да, он у нас именно делает локацию. Дальше у нас здесь вот такая вот локация. Это типа старый бар такой, знаете, бильярдный стол. Вот такие вот стульчики-стольчики. И вот здесь будет сидеть у нас вся команда. Торт готов, все готово, только ждем всех остальных. У нас будет и гафер, это чувак по свету. Короче, будут все, и все будут работать на меня сегодня. Я так рада, это капец. Что я делаю в этом сете? Директор делает только одну вещь. Он только разговаривает с актерами. То есть я больше ничего не делаю. То есть если я директор в фотографе, то я должна полностью следить за камерой, чтобы кадр был красивый, чтобы фокус работал и все такое. Слава богу, сегодня это не в моей юрисдикции. This is the honey cake. This is they made with the honey. So if you're vegan, you don't eat it. No, yes, I a vegetarian. I'm yes. vegetarian. Okay. So this is honey. This is with the chocolate. This on the top and the chocolate inside. This is the bird's milk. It's more with the milky, creamy, like fluffy, and that's it. Bird's milk. This is opera, you know, yeah, the Opera. cake, opera cake. Yeah. And this is with the caramel and nuts inside. Okay. So Caramel and nuts. here we go. I want pelmeni. Say it again. I want pelmeni. You want? Do you want mine? Yeah. So guys, which one you like more? For now, let me try this one. Wait. Oh, you have lapita. Oof, this is good. This is Is this the chocolate I like everything. Wait, this one's actually the best. Nico, you're eating my cake. Chocolate, this one, then honey, then Oprah, and then bird's milk. Do you like it? Yeah, it has a treble clef on it. Do you like it? I love it. I love it. This is incredible. This is so good. Thank you so much. Eat it from the bed. Jai is a musician, so that's why he chose this one. Yeah, exactly. Exactly. No, it's treble clef, man. I thought it was Yeah. La clave de sol. Jai сказал 10 тысяч раз. God damn, it was the best cake. God damn, it was very delicious. God. Отлично. What do you think about the cake? I never really eat that type of cake. It was really good. How I explain? I don't know. Like American. Я еще купила всем кириешки и 3 корочки, смотрите. Чтобы точно все русского дзена познали. Do you like it? Yeah. What is it? Show this. What is it? It's Russian with tomatoes. I like it. Can you show it please one more time for my video? Person that I follow that I don't care doesn't follow me back. Like I'll follow you. Смотрите, он сначала нарисовал меня, типа, как я должна выглядеть в кадре, а потом... Опа! Here we go. Amazing, amazing.
Alright. If you're ready, tell me. Poor Nico. Okay. And action. You have to let me paint something. No. You have to let me paint something. No. Please move out of the way of the window. Okay. Yeah. Scene 1 Delta, take 1. Roll camera. Camera's rolling. Mark. Что я тут делаю, блядь? И нахрена я сюда залез? Ну и как обычно, чтобы посмотреть, что у нас получилось, переходите в мой телеграм-канал. Я очень довольна. Мы заврапились. Итак, распаковочка из Тему. Тему это как местный... А что такая синяя? Тему это как местный Алиэкспресс, откуда можно заказать очень дешевые вещи. Я оттуда заказываю обычно всякие безделушки и мелочи. Первое это вот такой вот набор губок. Потому что я что, сумасшедшая вот эту вот губку за $10 одну штуку покупать? Я вот такие вот нашла. Следующий это маски для лица. И там очень много азиатских товаров. У меня весь заказ вышел на 2000 рублей. Весь заказ. Вот такие вот маски коллагеновые, которые, знаете, такие не тканевые, а вот именно гелевые. Я такие маски очень люблю, уважаю. Масочки для пяток. Боже, это такой рай. Просто масочку надеваешь на ступни, ждешь полчаса, снимаешь, и через неделю с тебя просто кожа слезает, как со змеи. Это крем для пяток. Я очень ухаживаю за своими пятками. Смотрите, как выглядит. Просто. То есть он как стик, прям как дезодорант. Вы вот так вот берете и мажете вот так вот. Пяточки, мои пяточки. О, это милая штучка. Такая вот коробочка для того, чтобы таскать медикаменты. Потому что у меня медикаменты лежат в очень странной банке. Вот такой, как будто я с собой ношу. А вот эта штука очень красивая такая. Стикер, да, это не спрашивайте. Мне просто нужно было набрать на $20. Там минимальный заказ $20. Вот такой. Тут написано If I don't have a little treat, I will die. И это абсолютная правда. Каждый день булочка, хуюлочка. Очки ляпердовые. И в этих деловых очках деловая Лиза покажет вам не менее деловые спонжи для лица. Просто набор из вот таких вот 4 бьюти-блендеров. I'm all set. На следующий день, впервые за год, наверное, я решила сходить на маникюр и педикюр с покрытием. Я выбрала корейский салон, который нашла в ТикТоке. Ребята, мне сделали и маникюр, и педикюр за 45 минут. И маникюр, и педикюр. Это как вообще?